Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я, Вика. В сегодняшнем видео вас ждет вторая часть вот этого прекрасного кардигана оверсайз. Девочки там спрашивали про размер оверсайз. Он универсальный, большой, мега уютный и теплый. Так, вверху у меня есть ссылочки на Инстаграм и Телеграм канал, поэтому, девчоночки, заходим, все новости будут, актуальные новости там. И вот этот вот жилет у нас набирается группа на бесплатный совместник. Сканируем QR-код на экране и попадаем в бесплатный совместник. Кто хочет вязать, уже там более 1200 человек. Поэтому вот так. Вот также в этом совместнике потом я опубликую этот кардиган в формате PDF. Итак, мои хорошие, вторая часть. Я вас всех приветствую. Сейчас кусочек начала до съем у меня, потому что я распускала. Я уже говорила, по-моему, вам, что я распускала в группе. В общем, тут схема по видео идет 96 рядов до проймы я довязала, но на самом деле я потом распустила. И там уже в видео, я, кстати, сейчас схему исправила по передней полочке, там 96 будет до конца видео фигурировать, но на самом деле это не 96. Вот то, что вы сейчас видите, 96 рядов, то я все-таки перевязала. Я уже и одну полочку связала, и потом перевязала на 74 у меня, 74 ряда. Это где-то 37 сантиметров у меня до проймы. Вот то, что вы видите на экране, это неправильно. То есть это то, что было до перевязки. Потом я перевязывала. Но вы смотрите как бы по себе, меряйте по себе и по тому, вот что вы хотите, какой результат вы хотите. Да? Так, что я делаю? Я отделяю 41 петлю, то есть у меня 40, 80, 40, да, вы помните, плюс одна петля, вот у меня плюс 3 петли, которые здесь одна уходит сюда для симметрии и по одной сюда, то есть на каждую деталь по одной петле. Вот, сейчас я отделяю 41, так, я не туда, и добавлю еще одну петлю. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ой, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. И отсюда я вот из этой петли достаю 42-ю, как бы кромочную. Вот. И теперь поворачиваюсь. Сейчас у меня 42 петли. И я вяжу вверх эти 42 петли. Итак, значит, я после проймы провязала 54 ряда вот до выреза горловины. У меня планка, значит, у меня полочка 40, боже, ужас какой, 42 петли, да, 41 у меня была, и одну я добавила. И вот для горловины я буду закрывать где-то 15 петель, даже 14. Сейчас решим.
Потому что большой вырез нам не нужен. Нам нужно, чтобы изделие держалось на плечах. Итак, значит, в общем, у меня сейчас до горловины провязано 128 рядов. Это основным узором. Вот. И я закрываю обычным совершенным способом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и 8 петель. 8. Так, вяжу ряд до конца. Так, теперь вяжу изнаночный ряд. В конце ряда последнюю петлю я не провязываю, переворачиваю, и вот эту последнюю петлю я одеваю на первую. Это для круглого, в общем, чтобы без зубчиков были сокращения. Это у меня сокращена одна петля и еще одну петлю. Две вместе я провязала, и еще одну нет, да. Так, 3 петли я сократила и вяжу ряд до конца и изнаночный ряд. Так, и опять последнюю петлю. Здесь я провяжу изнаночной, не буду снимать. Последнюю петлю я не провязываю и одеваю ее на вот эту вот петлю. Вот, видите, у нас получается кругленький вырез. И здесь я уже... Нет, и еще одну петлю закрываю. Я думала, что уже сделаю по одной. Нет, со следующего раза это будет по одной. То есть у меня 8, 3, 2. И вяжу этот ряд до конца, и следующий. У нас 12, нет, 1, 13 петель закрыто. Сейчас я все еще на схеме нарисую. Следите за тем, может у вас другая плотность. Главное, чтобы слишком большой вырез не был, потому что здесь он как раз не нужен. Если будет слишком большой вырез, то все будет сползать с плеч. Вот. Поэтому в этой модели при вот этом вот узоре тут надо следить. Поэтому мы его и делаем, этот вырез, чтобы хоть как-то зафиксировать эту модель. Так, опять я вот эту вот петлю провязываю, а не снимаю. А здесь вот эту петлю опять же одеваю. Вот, и у меня 14 петель закрыто. Еще одну в следующий раз, чтобы 15 петель у нас было. И я думаю, все. С закрытием далее продолжим ровно. Так, здесь я провязываю лицевую, поворачиваю, кромочную не довязываю, одеваю ее на вторую петлю, и все, сокращение у меня закончилось. И вот такой вот как бы плавный вырез. Смотрите, далее я вяжу еще ровно, без убавлений. Так, давайте я нарисую вам, чтобы это все было по схеме. Значит, полочка у нас,
и вырез горловины. Значит, здесь у меня 8, 3, 2, 1, 1. Ну, это где-то закончилось вот здесь, вот просто у меня цифры туда улетели, ускакали. Значит, а здесь у нас осталось 28 петель, да, я правильно поняла? Нет, не 20, 27 петель. 27 петель у меня осталось на плече. Вот, и сейчас я вам скажу, провяжу и скажу, сколько я... Здесь у нас сгиб. Вот будет черточка. Боже, как удобно этим, этой трафареткой. Вообще, как удобно. Что неправильно стерла. Так, ну и здесь пошло, значит, ровненько я сейчас свяжу. Так, вот я довязала, девчонки, если... Раз, два, три, четыре, пять. Если так вот посчитать, то это 10 рядов. Но я ориентировалась, в общем, от резинки и до конца у меня 150 рядов. То есть 75 вот этих вот как бы петелек, потому что у нас на одну петельку идет 2 ряда. И на эту цифру я буду ориентироваться. Это где-то у меня 75 сантиметров в длину. Потом получится по итогу. Так, где моя спица? Вот, сейчас я все петли закрою. И отделю спинку следующей. Не могу спицу найти. Так, а закрывать обычным способом я буду. Но здесь вот смотрите. И особо не растягивайте и не стягивайте. Потому что вот... Это закрытие, ну, можно еще, конечно, подкорректировать швом, но этот шов у нас плечевой, у нас он будет держать как бы всю вот эту вот конструкцию, поэтому он должен быть вот такой, как надо, то есть и не растянутый, и не стянутый, то есть сейчас я вам покажу, объясню, как смогу, объясню. Вот смотрите, вот чтобы эта резинка как бы была естественной. Если еще слабее закрыть, она вытянется еще больше, потому что она имеет свойство вытягиваться. Вот смотрите, вот как она как бы лежит, вот так вот естественно, чтобы так и было, да, чуть-чуть есть натяжение какое-то, но немного. Ну, естественно, чтобы не стянуто совсем, тогда уж нам не нужно стянуто. Еще мы будем корректировать когда сшивать. Еще не знаю спинку. Вот сейчас пока буду вязать, делать, наверное, маленький сделать вырез, углубление на горловину. Все-таки, чтобы капюшон сидел более правильно. Наверное, все-таки сделать. Сейчас пока буду вязать, сейчас еще немного подумаю. Так, есть. Я так показываю вам. Видите, оно вроде бы и эластично, но дальше оно вот растянуться не дает. То есть этот шов он у нас держит. Сейчас я возьму сантиметры и вам примерно, ну, в принципе, это по сантиметрам должно. Ну, сейчас я вам измерю. Так, значит, я отрежу здесь нить. Потерялась петля, представляете? Так, и вот так вот померяю сейчас вам плечо. Так, я сейчас вам измерю это плечико. 26 сантиметров, но так как здесь 27 петель, ну, кромочные у нас здесь. Вот видите, как раз тюделька в тюдельку, оно получается, выходит, здесь должно быть 27, как бы по петлям, но учитываем то, что у нас кромочные. Вот, то есть не больше, не меньше, вот по плотности вязания так и остановились. Ну, то есть контролируем вот этот вот момент. Далее что мы вяжем? Далее мы вяжем спинку. Да, спинку. На спинку у меня уходит 80 петель, плюс 1 для симметрии, помним отсюда. Значит, здесь я в спинку не добавляю ничего, потому что, смотрим, нюанс какой. Там мы добавили петлю для кромочной петли.
для кромочной. Здесь не добавляем. И вот эта изнаночная у нас уйдет в кромочную. И первая петля у нас будет лицевой. Вот это следим за этим моментом. Потому что потом получается некрасиво, если рукав, да, половина у нас от кромочной вот так вот будет набран, половина от лицевой петли. Вот здесь вот нужно аккуратненько, пусть это будет изнанка. Ну, то есть в любом случае потом вы решите, да, он-то кардиган, он на обеих сторонах как бы одинаков, да, поэтому потом вы решите. Я даже сама не знаю, как я все-таки, наверное, лицевую оставлю на лицевую сторону, и здесь буду набирать петли, да. Поэтому здесь слежу, чтобы ряд у меня тоже начинался на лицевую петлю. Вот это у нас будет кромочная, а далее лицевая. И считаю 81 петлю, то есть те петли, которые мы предполагали на спинку. 2, 3, 4, 5, 6, 75, 76, 77, 78, 79, 80. И вот она, 81 петля, которая у нас уходит на кромочную. Вот теперь я вяжу эту здесь я ничего не добавляю, здесь у меня все совпадает, и я вяжу высоту без изменений пока. Итак, девчонки, что у нас по спинке? Значит, 81 петля. Помню, я просто нарисовала здесь отдельно, и что-то у меня этот фломастер перестает рисовать. Так, и провязала я вот если смотреть от начала, да, от резинки, все, фломастер у меня не рисует. Или это что-то не то. Ну, в общем, неважно. Значит, сейчас сюда у меня провязано, да, вы видите, что творится? В смысле, это все, да? Ну да ладно, попробуем купить фломастер черный. Провязано у меня здесь 142 ряда. 142 ряда до выреза горловины. Нет, вроде бы рисует. Так, и теперь я буду делать вырез горловины. Все-таки решила я его сделать, потому что будет лучше с ним. Давайте уже будем вязать как профессионалы. Будем вязать как профессионалы, да, девчонки? Значит, по итогу мне нужно, чтобы у меня осталось количество петель, как и здесь. Я вот написала 27, 27. У меня число прекрасно разделилось на 3 раза по 27. И вот такие вот сокращения я себе нарисовала. То есть по центру мне сейчас нужно закрыть 15 петель. 81 минус 15. Это будет 66. Да. А это значит, что здесь 33. И здесь 33. И 15 я закрою. Правильно я говорю? 66 плюс 10, 76. Да, и плюс 5, 81. Все правильно. Значит, я сейчас вяжу 33 петли. Буду закрывать. Жалко мне, девчонки, так меня что-то гложет вот это, что у меня там одна петля лишняя. Сейчас я вам ее покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 33. Теперь я закрываю 15. Раз. 2. Тут тоже следим. Не затягиваем, не растягиваем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. И здесь должно быть 33. Я проверяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, 33. Теперь вяжу ряд до конца и изнаночный ряд. Я буду заканчивать одну половинку, потом вторую. Сейчас здесь по 2 петли я буду закрывать. Так, изнаночный ряд. Так, последнюю петлю я опять же точно так же оставляю. И здесь я ее одеваю на вторую. И провязываю 2 петли вместе лицевой. Это значит, что 2 петли у меня сокращено. Это первый раз. И еще точно так же 2 раза. Только после этого я закрою все петли. И у меня здесь будет 150 рядов, так как и на передней детали. Все идентично. То есть я сейчас довязываю еще туда-обратно. Точно так же 2 петли. И точно так же третий раз 2 петли. Все точно так же. То есть по 2 петли 3 раза. И 27 петель вы закрываете. Ну, у каждого может быть другое количество петель на плече. Так что свое количество вы закрываете. Так, ну вот такое вот плечко у меня получилось. Смотрите, тут совершенно круглый вырез. Вот, теперь я довязываю второе плечо. Вот здесь вот привязываю ниточку. И прямо отсюда начинаю делать сокращение, чтобы не было ступеньки. Что хочу сказать? Да ничего. Просто здесь в изнаночном ряду. И потом на один ряд у нас будет больше. Просто провязать. Потому что если мы его провяжем здесь, у нас здесь будет большая ступень. Поэтому мы провязываем так. Потом один ряд у нас будет лишний. Ну, то есть без сокращений. Вот и все. Так, и таким образом я провязываю второе плечо и закрываю все петли. Далее, что у меня по плану, я ее уже, честно скажу, связала. Вот эту вторую полочку, что я для нее сделала. То есть это вы когда довяжете спинку, я вот привязала нить. И здесь вот, девчонки, я точно так же отсюда из протяжки, это здесь петли не было, вот она ушла сюда в кромочную, в спинку, а я ее добавила точно так же, как в первой полочке, добавила, чтобы у меня была кромочная. Вот, то есть эта петля у меня была на спицах, одну я отсюда достала и сделала из нее кромочную. И что я хотела сказать, что у меня вот здесь вот лишняя петля, да, у меня здесь на одну петлю больше, потому что я набрала 164 и поленилась распускать, много было уже связано. Вот. Ну, а полочку вы вяжете полностью идентично той второй, да. Вот, в принципе, вот оно. И 2. Тут, знаете, очень удобно, потому что английская резинка, она одинаковая, и получается детали везде одинаковые. А вот, кстати, вот что я говорила, одну полочку, да нет, обе они тянутся, и мне здесь придется при сшивании, я их буду, чтобы потом это изделие не растягивалось, я вот так вот буду это все при сшивании фиксировать. А смотрится, я вам скажу, очень-очень симпатично. Я добавила золотую вот эту нить, так как серебряная у меня закончилась. Мне пришлось перевязать первую полочку. Вот почему? Потому что отличается. Вот у меня первая нить серебряная, вторая золотая. И вот
первая как раз одного мотка хватило на одну полочку. Вот, и ее я перевязала, потому что вставила золотую нить. Отличается только оттенком. Вот, оно как бы получается, как в оригинале, чуть-чуть смахивает на оригинал. Половина сероватая, половина желтоватая, такая бежеватая. Вот у меня так и получилось. Там у меня серебряная нить, а здесь золотая нить и более блестящие блестки. То есть рукава у меня будут более блестеть. И капюшон. Ну, и половина кардигана. Ну, что есть, то есть. А в этом тоже есть своя какая-то оригинальность, знаете. Поэтому и решила перевязать полочку, чтобы это было, выглядело вроде бы как и задумано, девчонки. Ну, а эта часть у нас заканчивается, этого видео, второй части. Вот до плеча как бы мы вяжем. Рукав у нас будет и капюшон в следующей части. Возможно, рукав и капюшон я, наверное, разделю, чтобы вам было удобнее. Ну, в общем, там посмотрим. В принципе, я думаю, разницы-то и нет. Вот. Ну, а на сегодня все, девчонки. Всем удачи. Делитесь своими процессами. Делитесь, на какой вы стадии. Мне очень интересно. Вот. Я с вами сегодня прощаюсь. Всем пока-пока.